Главные новости этого дня. Известный советский, российский и армянский кинорежиссер, актер, журналист и телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и на данный момент находится в коме. Об этом сообщила супруга Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян. Состояние Тиграна Кеосаяна крайне тяжелое. В первую очередь оно вызвано проблемами с сердцем, которые возникли у известного актера еще в 2008 году. Московская полиция начала массовую операцию «Перехват». Данное событие связано с таинственным исчезновением дочери певца-шамана, которая вчера после занятий в музыкальной школе не вернулась домой. Дело об исчезновении дочери певца-шамана взял под личный контроль товарищ Бастрыкин. В поисках задействованы полиция, сотрудники комитета и просто неравнодушные граждане столицы. Знаменитая российская фигуристка и телеведущая Алина Загитова получила тяжелую травму руки во время музыкальной репетиции. Алина Загитова была госпитализирована. Состояние здоровья фигуристки диагностируется как средне-тяжелое. Большая потеря в мире культуры и театрального искусства. Сегодня поздно ночью ушел из жизни заслуженный артист России, ведущий актер театра имени Вахтангова Владимир Круглов. Владимиру Круглову было 66 лет. Причина смерти – сердечная недостаточность. Артист служил в театре имени Вахтангова с 1993 года. Самые известные спектакли с его участием «Вечер шутов», «Сказки Старого Арбата», «Два часа в Париже» и многие другие. Сегодня утром сотрудники антикоррупционного комитета Никиты Михалкова, известные артисты Ирина Муравьева и Виктор Сухоруков прибыли с проверкой в город Оренбург. Это уже вторая проверка в этом городе за последний год. Ирина Муравьева и Виктор Сухоруков будут проверять работу пенсионного фонда и администрации города. Однако основная цель поездки Виктора Сухорукова и Ирины Муравьевой – это закрытие офисов под названием «Быстрые деньги», на которые поступило большое количество жалоб со стороны местных жителей. С Ириной Муравьевой и Виктором Сухоруковым поехала надежная охрана, и известные артисты будут находиться в безопасности. Известный общественный деятель Евгений Пригожин, которого нашли еще в конце прошлого года живым и невредимым, наконец-то вышел из тени и публично заявил о своем возвращении. Сегодня утром Евгений Викторович побывал в Кремле, встретился со своим шефом и провел с ним приватную беседу. Тема разговора остается за кадром, однако достоверно известно, что Евгений Викторович Пригожин во время разговора поднял важную тему работы антикоррупционного комитета. Евгений Пригожин попросил поддержки для работы организации, ну а самое главное потребовал, чтобы власти Российской Федерации не препятствовали работе комитета. Отметим, что на данный момент Евгений Викторович Пригожин является начальником службы безопасности антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. После появления Евгения Пригожина в команде известные артисты стали чувствовать себя в безопасности, и покушения на сотрудников комитета резко уменьшились. Печальная новость из мира шоу-бизнеса и культуры. Во время отдыха в Турции, в Стамбуле, перестала выходить на связь известная российская и советская певица Надежда Кадышева, которая отдыхала в этой стране вместе со своим супругом. Надежда Никитична Кадышева является внештатным сотрудником антикоррупционного комитета. Члены организации и руководства обратились к местной полиции Турции с просьбой оказать всяческую помощь при поиске Надежды Кадышевой. Следственный комитет и прокуратура Российской Федерации начала уголовное дело против мэра города Москвы Сергея Собянина. Сергей Семенович Собянин обвиняется в невыплате пенсионерам города Москвы 13-й пенсии, которая была запланирована на декабрь 2024 года.
По словам работников прокуратуры Российской Федерации, в самое ближайшее время за свои деяния Сергей Собянин и его родственники могут отправиться в следственный изолятор города Москвы. К сожалению, печальные новости появились о заместителе комитета и министре обороны Российской Федерации Андрее Белоусове, который совсем недавно получил тяжелое ранение. Еще вчера вечером поступили сообщения, что Андрею Ремовичу стало лучше, однако сегодня утром ситуация усугубилась, и Андрей Белоусов вновь оказался в реанимации. Отметим, что только за последние полгода на Андрея Белоусова было совершено 3 нападения. Помимо этого, у Андрея Ремовича трагически погибли в результате чрезвычайных событий 2 сына. Известный советский и российский композитор Александра Николаевна Пахмутова побывала на приеме у начальника Следственного комитета Александра Бастрыкина и попросила полностью оправдать молодого российского певца Прохора Шаляпина, который несколько месяцев назад обвинялся в нападении на легендарного композитора. Напомним, что еще в ноябре прошлого года Прохор Шаляпин, находясь в квартире Александры Пахмутовой вместе со своим другом, нанес известному композитору серьезнейшую черепно-мозговую травму, после чего Александра Пахмутова долгое время находилась в больнице. Однако Александра Николаевна добрый и чуткий человек. Она решила не ломать жизнь молодому российскому артисту. СМИ Болгарии сообщают о еще более резком ухудшении здоровья сына известного певца Филиппа Киркорова Мартина, который находится в медицинской клинике Болгарии уже целую неделю. На данный момент в Болгарии находятся и родные Мартина – Филипп Киркоров и его отец Бедрос Киркоров. К сожалению, лечащие врачи не делают обнадеживающих прогнозов. По словам медиков, в данный момент самое главное – это молитва и надежда на молодой организм. Пресс-служба комитета сообщает трагическую новость о сотруднике организации, известном телеведущем Николае Дроздове, который работает в комитете уже несколько месяцев. Вчера поздно вечером произошло нападение на семью известного телеведущего, которое закончилось летальным исходом. В квартиру Николая Дроздова ворвались неизвестные преступники. У Николая Николаевича дома хранились важные документы о финансовой и правовой деятельности антикоррупционного комитета. В квартире в момент нападения у Николая Дроздова находились его сын и дочь. К сожалению, в результате нападения были похищены важные документы. Николай Дроздов получил тяжелые ранения, а вот сын и дочь известного телеведущего погибли. По некоторым данным, сына Николая Дроздова преступники в буквальном смысле сбросили с балкона дома. По факту нападения на Николая Дроздова возбуждено уголовное дело. На данный момент ведутся поиски преступников. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.